Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. Давайте сегодня посмотрим ваши отношения не глазами вашего партнера и не вашими глазами, а в контексте взгляда со стороны, что происходит между вами. Определим некие моменты истины в ваших отношениях. Но также мы заденем вопросы классического характера, мысли, чувства, планы, действия, но только не заходя в эти вопросы целенаправленно, а возьмем и найдем подход к этой ситуации в потоке. Поэтому настраивайтесь на себя, на своего мужчину. Если мужчины могут настраиваться на женщину, мы будем смотреть с двух сторон. И давайте посмотрим. Начнем с потока, начнем наш поток Таро с того, что посмотрим, как видят высшие силы вас. Здесь вы, а справа будет ваш партнер. Ваш партнер. То есть, можно сказать, это энергетики, да. А вот это то, или та энергия, или главный фактор, который формирует ваши отношения. Итак, вы чего-то не знаете, сомневаетесь, переживаете, хотите прояснить. Может быть, и настроение у вас не очень в этих отношениях. Да? Как минимум, для вас мужчина непонятный. А если вы мужчина, то вы скрываете свои истинные планы, чувства, намерения. Вот такое. То есть, как минимум, вы не понимаете своего партнера, а если вы мужчина, то вы не открываетесь, да, не спешите это делать. Окей. Ваш партнер. Ваш партнер пытается как бы открыть что-то вам, показать, прояснить может, делает какую-то работу, да, но ему это сделать трудно. То есть вашему партнеру трудно открыться. А вы это чувствуете. Тут оно прям ярко видно, да, ярко выражено. Да. Если даже, может быть, партнер считает, что он открыт, то вы так не считаете. Вот так тоже может быть. То есть здесь партнер может так и говорить. Чего ты, я к тебе там со всей душой, я тебе там открылся, или я тебе с тобой честен, я не вру. Или он там допускает какие-то ошибки и пытается их исправить. Может быть, да. Здесь это, то есть работу он эту производит. Но вы как будто бы чувствуете, что тут что-то нечисто, да, вот. Не обязательно это какие-то темные силы, да, это не обязательно. Просто здесь может быть нечисто, потому что, может быть, вы не доверяете, или действительно, не до конца что-то открывается. Вот оно тут вот прячется, давайте прояснять. Так, тут есть разочарование. Либо вы чувствуете, что ваш партнер разочарован, то есть как будто бы вы оправдываетесь, либо ваш партнер вас чем-то разочаровал. То есть фабула ситуации какая, да, вот что происходит, вот с чем вы пришли на расклад. Вам не до конца понятен партнер, вы не до конца понимаете, будете, не будете вместе, да, у вас какая-то вот неопределенка. Партнер вроде бы как делает шаги и пытается быть открытым, честным, чистым, может быть, даже не то, что открытым, откровенным, а прозрачным, да, вот так, чистым и прозрачным. Но тень разочарования между вами, она присутствует, да. Хорошо, давайте вот теперь оттолкнемся и посмотрим вот эти моменты истины, да. На вас тучи. Вот что вам больше всего непонятно в партнере? Что вы желаете прояснить в нем, да? В этом партнере? Еще раз, вы можете, здесь может быть кто угодно, да? Что вы желаете прояснить? Ой, здесь иллюзия, здесь очень много вариантов может быть. Но я все-таки остановлюсь на более конкретном. Во-первых, вы пытаетесь прояснить, кажется ли вам, да, реально ли ваши чувства к нему и реальны ли его чувства к вам. Все-таки кубки есть кубки. То есть у вас
до конца неуверенность именно в чувствах, как в своих, так и в его. Но по отношению к нему же тучи все-таки, да, то это его чувства. Вы не понимаете до конца его чувств. То есть как бы не то, что не понимаете, а не чувствуете их, да, вот так. Даже нисколько не чувствуете, а еще и не понимаете, потому что тучи все-таки в когнитивных каких-то моментах, да. Окей, хорошо. Ну и вы пытаетесь для себя где-то понять, а насколько реальны эти отношения. Не нафантазировали ли вы себе вот что-то, да, вот может вам кажется, что это ваш партнер, да, что вы будете вместе, а это так не является этим, да, реально, это нереально, да, это просто фантазия. Но на тле этого, да, на фоне этого партнер говорит, да чего, вот это же реально, да, то есть как бы такой вот газлайтинг, только наоборот, да, получается. Ну, хорошо. Что вам пытается показать партнер ваш? Вот он показывает, да, а вы этому как бы не очень доверяете. Как бы он вам показывает руки, да, ну, транслирует, но вот они-то типа в грязи, в песке, да, в чем-то вот, ну, что-то скрыто. Вот что он пытается вам показать этими вот действиями своими, поступками? Вы же сами понимаете, что он вот... А он вот так вот вам транслирует свою любовь. То есть он говорит, так я ж тебя люблю. Я же для тебя все делаю, да? Ну, или ну, не все делаю, а вот стараюсь. О, я же для тебя стараюсь, я ж работаю, да? Над собой, может быть. Ну, окей. Хорошо. Причина вашего разочарования. Ну, не только вашего, но, может быть, и его. Тут уже все-таки общий расклад, прислушивайтесь к себе. Причина разочарования. Ну, это не обязательно может быть именно ваша причина разочарования, это может быть как фактор, который, ну, как минимум, не добавляет уверенности в отношениях. Ну, в завтрашнем дне уверенности точно не добавляет. Причина разочарования пятерка мечей. Ну, по классике, да, это предательство, это неуверенность в завтрашнем дне, в поступках. Ну, вот давайте так скажем. Кто-то из вас, либо вы, либо ваш партнер, да, поступил подло, мерзко, да, нечестно, может быть, изменил, может быть, вы не доверяете, есть у него или у нее там кто-то на стороне, то есть, как минимум, вы не доверяете один другому. Может быть, была измена или какие-то, знаете, намеки, да, вот такие непрозрачные намеки. Могут быть по тучам, конечно, могут быть. Хорошо, давайте прояснять его чувства к вам и ваши чувства к нему. Давайте его чувства к вам. Его чувства к вам. Ваши чувства к нему. Наоборот, да, мы положили карты. Ну, пусть будет, уже так положили. Его чувства к вам. Он вас ценит. Девятка пентаклей. Ну, нельзя сказать, что он не чувствует. Нельзя сказать, что он ничего не чувствует. И нельзя сказать, что он вас обесценивает. То есть вы ему очень дороги. Хорошо. Ваши чувства к нему. Скорее всего, это истинные чувства. Вы тоже где-то очень-очень глубоко чувствуете, что вы не можете без этого человека. То есть у вас чувства на уровне родственных душ, тут о любви. Тут где-то, знаете, кто-то немножечко так пригрешил в этих отношениях, и теперь вам как-то надо это, ну, этот грешок, интегрировать в реальность. А реальности нет. То есть вам очень... В чем проблема? Вам в этих отношениях, вот моменты истины какие? Вам тяжело интегрировать некий грех. Почему? Потому что для вашей программы, да, для вашей матрицы, для вашего фундамента реальности, и, ну, он, ну, как бы, с этим нельзя жить. Или трудно жить, да, или он просто для вашей психики пока, ну, не адаптивен, да, вот так скажем. Хорошо. Если существует некий грех или что-то очень плохое, пятерка мечей, да, неправда какая-то, стоит ли это прощать? Обращаемся к высшим силам, да?
карта не говорит, ну, она вообще говорит нет, но здесь вызревание, тут нужно время. То есть давайте так скажем, у вас есть время разобраться. Обычно на вызревание, ну, мы идем, знаете, как по людским факторам, 9 месяцев, да, это срок беременности, да, и что-то должно вызреть у вас за это время. Поэтому стоит ли это прощать? Ну, не надо пока сейчас прощать, то есть с этим надо разобраться еще, да. Это надо прожить, то есть то, что между вами произошло, по этой карте оно должно как бы вызреть в что-то материальное, какие-то еще события должны быть, вы еще должны что-то увидеть, заметить, понять, ощутить, прожить, прочувствовать. И прочувствовать это не всегда как бы легко. Да? Ну, Луна все-таки это не самая легкая и оптимистичная карта, но она для вас что-то дает. Да? Будем разбираться сейчас. Окей. Хорошо. Чем вы дороги вашему партнеру? Вот сейчас я хочу... видите, поднял карты и последнее. Ну, давайте, чем вы дороги? Чем вы его так зацепили? Да? Ну, во-первых, вы мудры. То есть, ну, вот давайте так скажем, ваш жизненный опыт позволяет в общении с ним держать некую марку, авторитет, да, свой имидж, да, стиль вот такой. То есть, он ценит вас за статус и авторитет. Да, вот вы серьезный человек. Вот вы как скажете, так оно и будет. Да? То есть он вас уважает, прислушивается к вашему мнению. Окей. Хорошо. А чем он, ваш партнер, ну, как бы дорог вашему сердцю именно, вашій душе? Чим, як ви кажуть, чим він вам до душі? Да? Якось так. Да любите вы его, ну вот видите, как бывает. Это ж поток, да. Тут, ну, про любовь сегодня, да. Хорошо. А может ли вызреть из этих отношений что-то серьезное такое, да? Может ли вызреть? Или что может вызреть? Может. Водоворот, вода, поток чувств. То есть, но здесь, знаете, как в любом водовороте, главное не захлебнуться, не утонуть. Может, если вы не утонете, если вы найдете способ всплыть на поверхность и что-то увидеть на поверхности. Вот эти вот карты вам мешают. Это же поверхностные карты. Хорошо. Чего вы... Лично вы не видите, не догадываетесь, не знаете в этих отношениях, или о чем вы не видите, не догадываетесь на поверхности. Ну, или что он скрывает от вас. Ну, во-первых, вы не видите и не догадываетесь о том, что здесь мужчина намного сильнее и намного властнее, чем он сейчас кажется. И если вдруг он сейчас обессилен от работы или не в форме, то это не значит, что этот человек, особенно мужчина, особенно если он лев, овен или стрелец, не восстановится. Это значит, что он может восстановиться, и это не значит, что он не восстановится. Понимаете? До любви дойдем. Что поможет вам всплыть на поверхность и набрать чистого воздуха для отношений? Да, интересно бьют часы, да, как будто бы, когда я достаю карту, такой бом, что-то проясняется, да, какой-то инсайт приходит. Ну, что вам поможет выйти на поверхность? Решимость действовать. Ну, во-первых, вам не надо как бы торопиться, с одной стороны, у вас должно что-то вызреть, а с другой стороны, вам надо поторопиться. Это о чем? Близнецы, да, выпадает, двойственная ситуация. Вам не надо бояться идти в конфликт в отношениях этих. То есть, может быть, страх конфликта в отношениях, ну, например, страх того, что он вас бросит, или страх того, что вы там бросите. Да? Ну, в общем, у вас не должно быть страха конфликта. То есть, нужно решать этот вопрос. Да, не так быстро, как бы вам хотелось, но у вас в запасе 9 месяцев. А 9 месяцев – это с головой, чтобы на свет родился новый
новый житель человечества, да, вот так. Хорошо. Прямо так и хочется сказать, а будете ли вы вместе? А будете ли вы вместе? Возможно, но по карте хаос вам нужно понять, что для того, чтобы вам быть вместе, у вас должны появиться силы. Это раз. Вы должны вам нужно смотреть на вещи гораздо проще, легче, да, вот в этих отношениях. И вам желательно, да, дать этим отношениям еще один шанс. То есть приложите эти усилия, решительным образом приложить усилия, чтобы начать как будто бы с нуля. Если вы сейчас это не дадите, тогда что? Ну вот не дадите шанс на перезагрузку, да? Тогда что? Женщина, если не даст, то она сейчас получает некий такой, шанс поднять свой статус, свою цену. То есть вы как женщина набьете себе цену, поднимете свой авторитет, за что он вас и ценит в принципе. Но для женщины, если вы сейчас этот шанс не даете, вы, может быть, и не проигрываете. Давайте посмотрим, а для мужчины это что? А для мужчины это что? А для мужчин не дать этот шанс, это значит, может быть, и потерять эти отношения, а может быть, даже и очень сильно мучиться и страдать. Поэтому мужчине здесь не дать шанс будет тяжелее, чем женщине. Но помните оба, кто бы вы ни были, что не давая шансы, вы рискуете. Женщина может в гордыне потерять эти отношения, а мужчина пройти потерю в страдании. Что же советуют вам карты Таро в этой ситуации? Карты Таро советуют не торопиться, смириться с какой-то ситуацией, посмотреть на ситуацию не только со своей стороны, но и с его стороны, и принять решение. Какое решение, по мнению высших сил, для вас будет истинно верным сейчас? Сегодня, да, в этих отношениях. Королева мечей. Сейчас ничего не предпринимай, выжидай момент, жди момента, советуйся, взвешивай, не торопись, думай, рассуждай, мечтай и не теряй, возможно, даже своей гордости, своего статуса і авторитета. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку, побачимось, почуємось, до зустрічі, па-па.